Привет! Помните, 2 миллиарда лет назад я выкладывала обзор на этот скетчбук, вернее, первую часть обзора на этот скетчбук, и с тех пор я его не закончила, но я нарисовала в нем некоторое количество картинок, которые я подумала, что можно вам его показать, и, возможно, однажды, еще через 2 года, я его веду с начала 2020-го, может быть, дай бог, я его когда-нибудь закончу, и мы все на это посмотрим. А сегодня мы посмотрим то, что уже есть. Это вот все было в прошлый раз. Я оставлю ссылку внизу на первую часть. Тут мы и остановились с вами. И начнем же. Когда-нибудь настанет день, и я научусь рисовать не вот так, лежа на столе, а хотя бы вот так. Но это уже явно не об этой картинке. А об этой картинке вот что. Я помню, я когда рисовала, у меня было ужасное просто настроение. Из-за довольно тупой причины, потому что мне поставили тогда 3 по рисунку, хотя весь модуль меня мой препод нахваливал. И я думала, что да, 4 уже у меня в кармане. Но дело даже было как-то не столько в оценке, сколько в том, что у меня наконец-то самооценка как-то из этого поднялась, потому что все это время я думала, господи, я не умею рисовать, я вообще умру в коробке из-под холодильника, как я буду искать работу, как я буду дальше жить. И тут вот такое. И, короче, я тогда ужасно просто расстроилась. И мне кажется, вот эта вот проблема у людей, которые занимаются рисованием, всегда в том, что ты просто не знаешь, куда тебе приткнуться, как тебе утилизировать свое желание рисовать в работу. Потому что вроде как какие-то вот общие знания есть, а каких-то конкретных навыков, за которые люди могли бы бросать в тебя деньги, нет. И вот здесь на помощь может прийти образовательная платформа Skillbox. Skillbox предоставляет курс «Профессия коммерческий иллюстратор». Основная форма нашего восприятия визуальная, поэтому профессия коммерческого иллюстратора одна из самых актуальных для тех, кто хочет зарабатывать рисованием, ведь буквально 100% товаров и услуг так или иначе сопровождаются визуальным рядом, и именно с ним вы научитесь работать на этом курсе. А именно, вы научитесь профессионально создавать коммерческую иллюстрацию, анимацию и персонажей, то есть это не вот те самые абстрактные навыки рисования в целом, а конкретные практические навыки, которые вы сможете монетизировать, и не только в России, а практически где угодно. Ну, кроме какой-нибудь Антарктиды, там, наверное, не сможете, хотя если там есть интернет. Также вы получите еще один очень актуальный на сегодня навык. Научитесь создавать и продвигать личный бренд, что очень важно для вообще любого фрилансера, не только коммерческого иллюстратора. Вы научитесь работать в таких программах, как Photoshop, Illustrator, Procreate, научитесь выстраивать композицию и работать с цветом. Также Skillbox поможет вам справиться с самым страшным кошмаром любого художника. Уже во время обучения вы сформируете свое портфолио и даже начнете получать первый доход, так как будете обучаться на практических задачах от лидеров рынка. Вас ждут онлайн-лекции и практические задания на основе реальных кейсов, то есть вы получите актуальные знания. Я не устану повторять слово «актуальный», потому что я сама учусь в классическом художественном вузе и клянусь всем, что свято в этом мире, буквально в 90% художественных вузов программы ужасно устаревшие. И там даже включать и выключать компьютер вас вряд ли научат, не то что портфолио составлять, поэтому еще раз, актуальные знания. Но и на этом еще не все. Вы также получите курс «Дизайнер на фрилансе» в Digital, а также год английского языка в подарок. Срок обучения составляет 16 месяцев. Что важно, это онлайн-обучение, то есть вы сами выбираете график и сможете обучаться даже из-под одеялка, лежа дома в кровати. По окончании обучения вы получите сертификат и гарантию трудоустройства, а доступ к курсу остается за вами навсегда, если вдруг вы захотите что-то повторить. Онлайн-обучение – отличная возможность получить новую специальность в любом возрасте. И что самое приятное, в Skillbox можно учиться сейчас, оплатить потом. Оплата осуществляется после 6 месяцев обучения. И также на платформе есть внутренняя беспроцентная рассрочка. Skillbox – это минимум теории, максимум практики и работа над своим портфолио с первых месяцев обучения. Это более 500 тысяч пользователей платформы по всему миру. Гибкая система обучения. Курсы, которые постоянно обновляются и доступ к которым остается у вас навсегда. Подробная информация о программе курса и регистрация по ссылке в описании. Да, и вот эта драматичная синяя кровь на самом деле краска, которая перетекла вот отсюда. Ну и поехали дальше. Вот такая картинка. Это в расстроенных чувствах, потому что, наверное, в других чувствах я в целом и не рисую. Тоже было что-то про то, как эмоции застилают разум. Мне она в целом нравится, эта картинка, но я сейчас понимаю, насколько тут у нее кривая анатомия у этой женщины.
но, не знаю, она мне все равно в целом нравится, хотя, наверное, я бы сейчас убрала вот эти вот звезды, потому что, наверное, как-то не слишком уж отвлекают внимание. Но, если честно, самое прикольное, замечательное и прекрасное на этой картинке для меня это было рисовать вот этот дым, вот эти переходы, то есть просто рисовать такие акварельные, жидкие, какие-то текучие кляксы, это мое любимое. Вообще, ну тут, собственно, акварельная бумага в этом скетчбуке, это надо было, наверное, сразу сказать, что это скетчбук от Малевича, акварельный, с акварельной бумагой, то есть она с двух сторон акварельная. Вот тут, собственно, тоже акварельная. И вот здесь акварельная. И поэтому в основном я в нем рисую, не знаю, пишу акварелями, ну там, или тушью, то есть какими-то жидкими материалами. И, собственно, поэтому я так долго его и веду, потому что я очень редко работаю в цвете и акварелью, потому что я все никак не могу придумать, как бы мне ей, собственно, писать, рисовать. И вот здесь вот такие вот попытки. И, собственно, вот такие попытки здесь акварель и цветная тушь, то есть вот это вот зелененькое, это, собственно, я смешивала зеленую и синюю тушь и пыталась вот что-то такое делать, да, то есть понять, как вообще можно писать или рисовать акварелью. Я как-то утратила явно навыки именно какой-то более или менее академической акварельной живописи, поэтому я думала, может быть, просто делать вот такую вот цветную графику с заливочками, и, собственно, я вот это и попыталась сделать. Тут вот эта вот девочка, у нее глаза цветочки, и, естественно, большие мохнатые брови, потому что, я не могу по-другому. Ну, я не могу по-другому. И еще мне, кстати, нравится вот этот вот шахматный, шашечный принт вот этот. Я что-то везде его вижу, он мне нравится, но я его как-то совсем не использовала, и, в общем, решила вот сюда тоже его и, собственно, впихнуть, потому что почему бы и нет. Ну и цвет, пробуем работать с цветом. А вот здесь не пробуем. Это тут вот такое вот. Это такая отсылка, наверное, на оранту, это называется. Это традиция в иконографии, получается, в иконописи, вернее, изображать Богородицу, то есть ее изображают как бы так с поднятыми руками. И я вот захотела какую-то вот такую отсылку сделать. В общем-то, вот так. Здесь я немножко тут считерила, потому что это как бы не акварель, да, то есть я сделала карандашом и тушью. И на самом деле карандашом в этом скетчбуке рисовать не очень удобно, потому что сильное зерно в бумаге, какие-то тонкие детали карандашом получаются довольно плохо. Ну, неплохо, но как бы сложно это делать. Но я сделала. Ой, вот это я участвовала в зине по... Это наклейка, если что, не моя. Это я участвовала в зине по книжке «Эрагон». И там вот организаторы, да, вот тут написано «Эрагон Зайн». И там организаторы сделали вот такие наклеечки, и у меня тоже такая есть. А это вообще-то Блум из Винкс. Почему тут дракон? Вы могли подумать. Еще бы вы могли подумать, что я взрослая женщина, и как-то странно рисовать фанарты по Винкс, но кто вы, чтобы судить меня, с другой стороны? И, в общем, да, это Блум. Во втором сезоне, там же где-то ближе к концу, была такая вот темная версия ее, и мне как-то очень кажется, что это прикольная какая-то такая вот история про, не знаю, такой вот доктор Джекил и Хайд немножко, только с феечками. И, в общем, вот такая вот Блум, которая смотрит в зеркало, как бы трескается. И вот здесь это тушь яркая фиолетовая, а вот это вот акварель. И тут я все еще пытаюсь понять, что вообще делать с акварелью. И получается вот так. Мне не очень нравится вот как тут получилась темная Блум, потому что, мне кажется, я немножко... то есть я там сверху 100 раз что-то и акварелью повозюкала, и цветными карандашами, и не только цветными, и простым что-то там повозюкала, и какая-то она
грязное из этого получилось, мне это не очень нравится, поэтому я просто взяла и нарисовала еще раз. Только... Ой, как-то она очень желтая выглядит, она на самом деле не такая желтая. В общем, я решила ее перерисовать просто темперой. Темпера — это что-то среднее, наверное, между акриловой краской и гуашью. Я только сейчас заметила, что я вот здесь не докрасила кусочек в розовый. Ну ладно. И я не знаю, если честно, в целом мне, наверное, эта картинка скорее не нравится, чем нравится. Но мне нравится, как получился вот этот глаз. Хороший, по-моему, глаз. Здесь мне хотелось попробовать нарисовать, как, значит, вырывается как бы свет у мужика из груди, то есть что-то вот от сердца. И мне хотелось попробовать еще нарисовать вот этот эффект, что как бы просвечивают немножко ребра, да, от света, как бы это такой вот силуэт ребер на фоне светящегося сердца, типа, ну, то есть источника какого-то света. Ну, я не знаю, насколько у меня это получилось, но здесь я тоже все еще баловалась вот с этими акварельными всякими переходами, то, как вот все перетекает одно в другое, то есть вот такой вот градиент вот здесь на руке я хотела, ну, я его хотела сделать не конкретно на руке, но решила на руке, то есть, ну, как бы пробовала все-таки как-то работать с акварелью, и я все еще пытаюсь понять, что вообще с ней делать, но вот такой вот эксперимент. Я не знаю, у них какое-то непонятное, наверное, настроение в этой картинке. Я сама не очень понимаю, какое оно должно быть. Какое-то оно вроде бы мрачноватенькое из-за того, что это черный, да, то есть. Но с другой стороны, как будто бы он даже вот кайфует, поэтому не знаю. Сама не знаю. Я стараюсь вот так вот держать все время, потому что, чтобы не отсвечивало, потому что у меня тут сбоку свет, и тушь на нем по-дурацки отсвечивает. Вот это, короче, мне где-то ВКонтакте попалась скульптура, кажется, бразильского, вернее, художника, и там такое медное как бы сердце, и оно, видимо, полое, а внутри горит огонь, и там вот через такие дырочки как бы просачивается пламя, и мне, не знаю, мне так это понравилось, то есть я уже на другой своей картинке тоже вот это сердце нарисовала, теперь отдельно вот здесь, и тут вот милосердие. Наверное, я вообще-то об этом не думала, но сейчас, если так смотреть, да, то есть что вместе вот это вот сердце, эта подпись как будто бы выглядит немножечко претенциозно, что типа вот милосердие там сжигает сердце или что-нибудь в этом роде, но на самом деле суть была не в этом, сути как-то, наверное, особенно не было, просто вот это вот такое важное, наверное, какое-то слово для меня, как бы слово, не знаю, слово десятилетия для меня. И как бы сердце, и мило, и сердие, в общем-то, как бы вот так вот я и рассуждаю в целом. Ну и в целом, не знаю, мне очень нравится просто этот визуальный образ, мне кажется, оно мне и в половину не получилось таким прикольным, какое оно есть на самом деле. Я, если найду эту картинку, я ее вставлю. Но, не знаю, мне прямо оно очень нравилось. И опять вот этот вот дымок. Хотя мне кажется, что сейчас вот здесь он, кажется, получше получился, но я пыталась. И вот здесь наклеечка. Я, если честно, не знаю, кто художник. Это я тоже участвовала в одном зине, который назывался Гаэти Зин, то есть там про круги ада был зин. И там вот тоже давали всякие наклеечки, и был вот такой вот дружок. И, в общем-то, я наклеила его вот сюда. Ну, вот это, наверное, мой любимый разворот. У меня опять тут Блум. И здесь я уже как-то перестала, наверное, немножечко... Вернее, даже не то, что я перестала выпендриваться, я просто попробовала как бы другой способ пользоваться акварелью. То есть здесь я пыталась как бы по-сырому писать, да, чтобы были всякие там вот разводы, вот это, чтобы все как-то перетекало в одно в другое.
Вот здесь я все-таки немножко перестала как-то выпендриваться и просто красила как бы такими заливочками. То есть нарисовала контур карандашом, немножко карандаш подтерла, чтобы он не слишком был темным, и просто однотонную делала заливочку, и уже сверху, там, если нужны были какие-то тени, акварели чуть-чуть добавляла, а потом добавляла просто цветным карандашом и простым карандашом там контуры, где-то вот румянцы, например, вот веснушечки, и мне кажется, в целом довольно неплохо получилось. Вот это Лейла. Сейчас. Мне кажется, прикольно глаза вышли. И вот это я наклеила, потому что у меня не очень получилось вот торс ей нормально нарисовать. Вот, а это, как вы уже, наверное, поняли, это Bloom. Я все не устану рисовать вот эти вот глаза. Мне кажется, это как-то классно выглядит. И еще я официально заявляю, что персонажи, которые в том или ином варианте владеют магией огня, персонажи, которые в той или иной степени владеют магией огня в той или иной форме, они обязаны курить сигареты. Извините, не я устанавливаю правила, просто вот таков баланс природный. И не знаю, вообще мне, кстати, нравятся такие хэдканоны по Винкс. Отчасти я надеялась, что в сериале будет что-то такое, но в сериале чего-то такого не случилось, то есть он как бы номинально такой, типа, весь себя взрослый, но как-то, не знаю, не очень убедительно. Ну и, в общем, мне нравятся такие вот какие-то чуть более стеклянные хэдканоны по мультикам, в частности, по Винкс, и один из таких хэдканонов для меня, что Блум, наверное, какой-нибудь была бы, наверное, проблемный подросток, и что она бы, наверное, вот... курила бы сишки, чтобы успокаиваться и не зажигать все вокруг себя, когда злится. А вот это был вроде бы их какой-то фамильный медальон с домино. И, боже, это так смешно, просто каждый раз в мультике, ну, там в первых пару сезонов, каждый раз, когда Блум говорила «домино», и там показывали одни и те же кадры и с одной и той же музыкой, как, значит, разваливалась эта планета. И то есть как бы первый раз 5 было грустно, но потом было уже скорее смешно. Нет, это мы вырежем. Вот это мой любимый разворот. Очень, я считаю, концептуальный. Это я начала смотреть сериал The Boys, которые пацаны, или пацаны, которые The Boys. Ну, то есть это не те, которые реальные пацаны на ТНТ, а те, которые по комиксу с супергероями. И я не знаю, что случилось, но мне очень нравится. Давно такого не было, чтобы мне нравился гетеропейринг, а тут прям очень нравится. Это с Френчи и Кимико. И я не знаю, они такие милые, просто очаровательно. И вот я их решила нарисовать, хотя он вообще не похож получился. У нее получилось как будто бы слишком большая голова, наверное, да, то есть она как будто бы какая-то слишком большая на его фоне, ну, не знаю. Вот, а вот здесь это было смешно, короче, я накапала вот эти капли красной тушью и потом просто их на них дула, чтобы они как бы вот типа стекают у нее по лицу. Ну и вот такая вот картинка. Вообще, не знаю, мне очень нравится ее лицо. Я думаю, еще потом ее как-нибудь порисовать, потому что как-то, вот особенно, когда она вот так вот снизу вверх смотрит, как-то очень выразительно, по-моему, получается. Ну и Френчи еще хочу порисовать. Боже, он такой славный, я не могу. Еще бы они столько людей не убивали, было бы вообще хорошо. А вот это же Стелла. Я подсмотрела у одной художницы в ВК, у нее, помню, так и будет художница, и она
рисует тоже фанарты. Ну, как то, вернее, это я, наверное, тоже рисую фанарты по Винкс. Ну, в общем, она рисует фанарты. Я где-то у нее увидела... Блум, по-моему, была типа в доспехах, ну, вот как бы с такими наплечниками. Мне захотелось что-нибудь похожее нарисовать. И, в общем, я решила нарисовать вот такую вот Стеллу в доспехах и с посохом. Мне как-то жалко, что она, наверное, даже уже в 3-м сезоне она его особо не использовала. Мне кажется, он очень прикольно выглядит. Особенно, ну, не знаю, что-то в этом есть, что типа такая фея вот с этим посохом, по-моему, классно. То есть какая-то такая фишка, которая только есть у нее. И они такие: нет, мы не будем ее использовать. Почему? Просто. И здесь, ну, в общем, я тоже здесь просто такую же технику, просто обычные акварельные заливочки и сверху чуть-чуть подкрашивала карандашом. В целом, по-моему, неплохо это выглядит, должна признаться. Хотя она у меня вышла немножечко как будто бы с косыми глазами. Вот это вот пятно мне не нравится. Но в целом будто бы ничего. Единственное, я все еще не могу придумать, какие у нее должны быть штанишки, какого цвета. Я сначала думала, может быть, вообще сделать без штанов, типа, чтобы у нее были голые ноги под этим. Но, наверное, это будет очень странно выглядеть и довольно бессмысленно. С другой стороны, она фея в доспехах, это само по себе бессмысленно, поэтому, наверное, и можно. И типа у нее все равно грудь не защищена особо. Поэтому, не знаю, мне кажется, что у нее еще какой-то, как будто бы немножко супергеройский костюм, типа как у Капитана Америки чуть-чуть. Но это металл. Это металл. Вот такая вот Стелла. И, наконец-то, муза. Ну, это у нее, типа, какой-то энергетик. Я настаиваю на том, что она бы какая-нибудь такая бы была девчуленечка. И еще тоже у кого-то я увидела вот эти наушники с рожками. Я подумала, боже мой, ей это очень идет. И решила тоже нарисовать. В общем, такая вот она вся бунтарская на фоне профиля ее матери. Я подумала, что она же, наверное, певица. Ну, то есть не наверное, она певица. Я подумала, что было бы прикольно, ну, типа, чтобы она как бы выбеливала лицо. Ну, как гейша, наверное, немножко. У нее такой странный какой-то эклектичный наряд вообще, ну, в каноне у ее мамы. То есть, ну и вообще вот, как бы, если говорить там про какую-то планету Муза, она такая явно какая-то волшебная азиатская, ну, какая конкретно непонятно, потому что там много каких-то китайских элементов, там в одежде, Муза там иногда проскальзывает, что-то такое. С другой стороны, у ее мамы как бы с какой-то явной такой отсылкой на японскую культуру, причем забавный факт. Вот такие вот как бы массивные украшения в прическах носили обычно, по-моему, куртизанки в Японии, а не гейши. То есть у гейш как бы более как-то аккуратные были эти прически. Такие вот дела. Вот, ну и здесь я подумала, как бы, ну, наверное, короче, я нарисовала как бы Музу с распущенными волосами, а не с хвостиками. А вот здесь внизу это ее мама. Тоже она стоит такая с веером. И я поняла, что на этой бумаге все-таки не очень, наверное, ну, я уже про это говорила, что не очень удобно рисовать карандашом, с одной стороны. С другой стороны, как-то прикольно, по-моему, это выглядит из-за того, что бумага фактурная, и что-то в этом... Я не знаю, я вообще люблю сочетание карандаша и красной туши, поэтому решила что-нибудь такое попробовать, потому что вот как-то, с одной стороны, мне очень нравится, да, вот это вот рисовать, там, я еще думала потом, то есть там Флору или Валтер или еще кого-нибудь, а с другой стороны, как бы я сделала таких вот, ну, получается, вот Блум, Лейла, Стелла,
Ну вот, музу я в такой же манере сделала, и как-то мне, с одной стороны, немножко надоело, с другой стороны, я вижу, что все еще как-то не доведено до совершенства, и надо, наверное, еще в такой же манере попробовать. Но мне надоело чуть-чуть, ну не знаю, попробуем, посмотрим. Вот, и еще я кое-что хотела показать. Ну, как-то мне просто захотелось показать вот эту картинку. Тоже, в общем, такая вот она у меня есть. Я ее нарисовала. И до этого огонь был позади нее белый. И, кажется, так было лучше. Я покажу ее в такой версии с белым огнем. И есть еще одна. Я горжусь вот этим забором. Теперь вы тоже его видели. Я надеюсь, вы тоже в восторге от этого забора. И я напоминаю вам еще раз о курсе от Skillbox, ссылку на который вы найдете в описании, и о том, что оплата аж после полугода обучения, о гарантии трудоустройства по окончании выбранного курса. И на этом у нас на сегодня все. Подписывайтесь сюда, на паблик в ВК, на телегу, везде, где только можно. Всех люблю. Всем пока.